В Алжире женщины вступают в брак в среднем в возрасте около 20 лет, а мужчины чуть позже. Не редкость также, когда мужчины женятся после 30, 35 и 40 лет, при этом впервые. Знакомятся в Алжире, как и в других странах, в университете, на работе, в общественных местах, на мероприятиях и в интернете. Но если в такой способ не удалось приглянуть невесту или жениха, то на помощь идут родители, а именно мама. Брак в Алжире – это не только союз двух людей, но и двух семей, поэтому в выборе супругов очень часто участвуют родители. Именно алжирская мама будет, как говорится, идти на разведку и прокладывать мосты. Например, если сыну понравилась девушка, то его семья будет узнавать, из какой семьи она, где они живут, чем занимаются и так далее. Затем его мама, если она не знает семью девушки, может пойти в гости к соседям этой девушки и там невзначай расспросить о симпатичной соседке и даже познакомиться с ее семьей. Если же семьи были знакомы ранее, то обычно матери сначала разговаривают между собой, затем потенциальных кандидатов обсуждают с отцом. Сегодня такой способ найти пару сыну или дочери тоже сохранился. Если вы пришли в мечеть и заметили, что за вами наблюдают женщины, то вполне возможно, что они в поиске будущих родственников. То, что мама или другие родственники кого-то найдут или предложат, совсем не значит, что эти двое поженятся, ведь, конечно же, учитывается мнение детей. Если девушке не нравится парень или наоборот, то их знакомство не состоится. Если они понравились друг другу по фото или видели друг друга раньше, то получат контакты для общения. Общаясь, все прояснится, если все согласны, то семьи будут договариваться о помолвке. Предложение жениться или помолвка – это следующий шаг на пути к женитьбе. Но тут вы не увидите алжирца, спускающегося на воздушном шаре или вертолете с обручальным кольцом к девушке, чтобы услышать ее «я согласна». Ведь о свадьбе в Алжире договариваются в основном с родителями. Без их ведома и одобрения дети никуда. Независимо от того, вторую половинку помогли найти и выбрать родители, или же пара познакомилась самостоятельно, но обсуждать счастливую совместную жизнь парень отправится к ее родителям в сопровождении своих родителей. Когда предложение будет принято, семья девушки объявляет о помолвке. После этого, согласно религии, другие мужчины уже не могут к ней свататься, а договорившиеся семьи начинают подготовку к будущей свадьбе. Помолвка – это не свадьба. После помолвки пара не живет вместе. Семьи больше общаются, вместе определяют условия свадьбы, дату, гостей, бюджет торжества. Оговаривается также особый дар невесте, называется он магр. Это не калым, как некоторые говорят, это особый дар, подарок, на который имеет право девушка и который она озвучивает. В Алжире это обычно несколько тысяч евро, зависит от социального статуса невесты и жениха, да и вообще от ее желания. Может просить что-то символическое, а может просить что хочет. Некоторые просят дар в виде конкретной суммы, или же дорогой подарок, например, машину, квартиру или что-то дешевле. Ситуация индивидуальная. Кроме этого особого дара по алжирской традиции, жених дарит невесте, даже если она не просит, набор золотых украшений. Празднование свадьбы от помолвки отделяет приблизительно год, хотя этот период отличается в зависимости от материальных возможностей и семейных обстоятельств. Может быть больше или меньше. Например, одна моя знакомая учится в университете. Помолвка уже состоялась, но дату свадьбы семьи еще не определили. Будущие супруги общаются, продолжая жить с родителями. Жених ждет, пока невеста закончит университет. Бывает и такое, что до свадьбы дело не доходит. Помолвку расторгают по разным причинам. Никах. Это самый важный шаг, ведь это религиозный обряд бракосочетания, после которого женщина и мужчина становятся мужем и женой. Никах может состояться сразу после помолвки, но обычно этот обряд назначают на день свадьбы. Некоторые не организовывают гуляний, они делают никах и начинают жить вместе. Но в мусульманской стране такой вариант редкость, ведь здесь очень тесные родственные и дружественные связи, и каждый ждет, чтобы повеселиться на свадьбе друг у друга. В Алжире часто при проведении никах присутствуют только мужчины, а девушку представляет ее вали, ее супружеский опекун, например, отец, брат, дядя или дедушка, в зависимости от жизненной ситуации. Никах обычно заключают в мечети или в доме невесты. В присутствии свидетелей имам читает хутбу, краткую проповедь, напоминающую о правах и обязанностях будущих супругов. Затем заключается никах, и присутствующие вместе читают первую суру священного Корана, суру Аль-Фатиха.
Регистрация брака. Простыми словами, это роспись, то есть юридическое фиксирование брака. Еще один шаг на пути совместной жизни. Происходит это в администрации населенного пункта. Для росписи паре назначают дату и время. Нужно будет предоставить определенные документы. Для росписи тоже нужны свидетели. Несколько мужчин с документами, имена и адреса которых будут вписаны в акт регистрации. Расписавшись, пара получит свидетельство о браке и семейную книгу, такой себе паспорт семьи, куда затем будут вписывать и детей. Такой вот процесс, друзья, от знакомства до женитьбы в Алжире. В следующем выпуске расскажем и покажем свадебные традиции. Будет интересно, не пропустите. До встречи, друзья!